Всем привет, кто любит мохнатых чудовищ. Вот видно, пчелки стоят, вентилируют гнездо. Но сегодня будет видео, потому что спрашивали после прошлого видео часто, почему пчелы во время хорошего сильного взятка лазят по пасеке с растопыренными крылышками. Ну, есть с растопыренными крылышками, есть с нормальными крылышками, но все равно лазят по земле, взлететь не могут. Что за болячка? Потому что сразу мне написали, это вирус, это болячка, это капец. Не, ребятки, это нормальная ситуация, связана с ресурсом тела пчелы. Потому что пчела – это маленькая авиация. Ну, а сейчас начну рассказывать, почему так. Вот таких вот несчастных пчелок на пасеке, которые бегают по траве, не могут взлететь. Их, когда взяток хороший, очень много становится. Притом, чем сильнее взяток, тем больше таких пчелок. Вот видно, крылышки вывернуты. Именно вот такую пчелку я нашел, как хотел показать. Сейчас спросил начинающего пчеловода, или кто от пчел немножко далекий, сколько крыльев у пчел. Скажут 2. 2 крыла. А на самом деле сколько? Правильно, 4. 2 больших и 2 маленьких. В нормальном состоянии, вот видно, большое и маленькое крыло. Большое крыло накрывает маленькое крыло. Почему? Пчеле надо 4 крыла, потому что 2 крыла имеют слишком маленькую площадь, чтобы держать пчелку в воздухе. Так вот, когда пчелка крылышки распрямляет лететь, то эти 2 крыла между собой сцепляются, большое с маленьким, и получается одно крыло большой площади. И частенько эти крылышки вывернуты. Вот как сейчас тут. Видно, маленькое крылышко вывернуто. А вот теперь рассказываю, почему так случается. Значит, это никакой не вирус, ничего страшного нет, это не болезнь, это так и должно быть. Все дело в том, что вот верхнее крыло с нижним крылом сцепляется вот такими вот, вроде как крючочками. На верхнем крыле есть такие крючочки, и на нижнем крыле есть такие крючочки. И когда пчелка распрямляет крылья, то 2 крыла этими крючочками между собой сцепляются и вот так вот удерживаются. Ну и понятное дело, когда пчелка в полете махает крылышками, эти крючочки вот так вот трутся. И приходит такое время, когда вот этот замок, крючочки эти истираются и расцепляются. Ну, то есть разрушается соединение. И тогда крыло пчелки сцепиться не может. И, соответственно, пчелка в воздухе не держится, падает на землю. Когда-то читал в какой-то книжке по пчеловодству, что ресурс крыла пчелы составляет 2000 километров. То есть пчела может пролететь на своих крыльях 2000 километров, после чего они изнашиваются и больше функции свои не выполняет. То есть пчелка летать не может. И в таком случае пчелка падает на землю. Это, допустим, очень хорошо видно осенью, когда появляется очень много черной пчелы. Что такое черная пчела? Это черная пчела, это старая пчела, которая уже имеет состарившийся организм, то есть в прединфарктном состоянии. Она уже, бедная, от старости облесела, стала черной, но крылья у нее целые. Это значит, что эта пчелка ресурс крыла не исчерпала, она не летала, она все время работала в улье. И вот старость ее застала в улье. Появляется осенью много старой черной пчелы. А летом старой черной пчелы, как правило, нету. Почему нету? Потому что пчелка летом много летает, особенно на взятке. А значит, у нее не старость приходит, а исчерпывается ресурс крыла. И пчелка погибает не от того, что ее старость застала инсультом, понимаешь, и она в реанимацию и сразу на кладбище. Нет. У нее крыло истрепается и перестает держать ее в воздухе, и она падает на землю. Молодая пчелка, организм у нее хороший, еще работает, не износившийся. То есть пчелка погибает в молодом возрасте. А погибает от того, что у нее изнашивается крыло. Поэтому крылья пчелок надо очень сильно беречь. А чтобы сберечь крылья пчел, то надо, чтобы пчелки своими крыльями меньше терлись об какие-то поверхности. Когда крыло у пчелки изнашивается, она, соответственно, попадает в авиакатастрофу, падает на землю, а там ее или съедает кузнечик, или она погибает от голода, живет и барахкается за жизнь до тех пор, пока у нее есть мед, который был. Как только мед уже закончится, который у нее в зобике был, то она умирает от голода. Люди, насмотревшись интернета, часто мне пишут в комментариях, что если пчелка не выращивает расплод, то она живет намного дольше, чем пчелка, которая расплод выращивала. Ну, оно, конечно, так, если это тепличные условия и пчелка никуда не летает, то, соответственно, да, та пчелка состарится раньше, которая как расплод кормила. Но дело в том, что пчелка летом-то погибает не от того, что она состарилась, а от того, что крыло износилось. А крыло изнашивается одинаково у всех. И у той пчелки, которая расплод кормила, и у той, которая не кормила. Так что летом никакого значения не имеет, кормила пчелка расплод или не кормила, потому что на ресурс это сильно не влияет. Все равно крыло будет изнашиваться одинаково, что у той, что у той.
Но из каждого минуса в пчеловодстве надо попробовать вытащить плюс. Так вот, плюс какой в этом деле? Можно смотреть, сколько у вас по пасеке в травке лазит пчелы. И чем больше у вас пчелы такой на пасеке бегает по травке с вывернутыми крыльями, значит, тем ближе у вас массив медоноса. Потому что одно дело, когда ваш миллион пчел растянулся на длину от пасеки до массива медоноса, допустим, там на 2 километра, и вот пчелки попадали на вашей пасеке, на массиве медоноса, и на этом расстоянии от пасеки до медоноса 2 километра, соответственно, у вас по пасеке будет ползать пчелки меньше. А вот если у вас медонос под самой пасекой, допустим, там 20 метров от пасеки, то практически вся пчелка, которая падает на землю от того, что крыло износилось, падает на массиве и у вас на пасеке. И в таком случае у вас на пасеке пчелки будет намного больше. Так вот, если видите, что у вас на пасеке много-много пчелок ползает по траве, то это не значит, что это плохо. Это вполне может значить то, что у вас медонос очень близко. И это есть хорошо, потому что пчелки принесут больше меда тогда. Ну и, соответственно, больше пчелок тогда будет падать на землю, потому что у большего количества пчел будет изнашиваться крылышко. Так что, если у вас на пасеке бегает по травке много пчелок с вывернутыми крыльями, пугаться не надо. Это даже вполне себе хорошо. Во-первых, у вас, значит, хороший взяток, потому что пчелы летают, иначе они бы просто не летали. А во-вторых, у вас медонос где-то близко, потому что основная часть пчелок падает у вас на территории пасеки, а не где-то там по пути от пасеки до медосбора. Так что лично я считаю, что это хороший признак. Если много пчелок бегает по пасеке с вывернутыми крылышками, то это хорошо, признак хороший. Такие вот мои соображения по этому поводу. Но сегодня было такое видео. Ставим лайк, кому понравилось. И не забываем передавать привет моим мохнатеньким чудовищам. Они сейчас подсолнух собирают.